Всем привет! Сегодня у нас, как обычно, горячие темы, обсуждаемые в игровом сообществе. Честно говоря, я не помню, чтобы когда-нибудь что-то такое где-то случалось. На форумах ведутся ожесточенные споры, кто прав, кто виноват. Тема на Reddit удерживает топ уже целую неделю с 11 тысячами апов. А вот контент-мейкеры вовсю отрываются над героями этой истории и придумывают различные шуточки и мемы. Мое мнение, как это часто бывает, не совпадает с мнением большинства. Ну что ж, я готов выслушать тонны хейта по этому поводу. Итак, вы, конечно, знаете стримера Арлаэуса. Ну, может, я неправильно произношу его ник, но это, в принципе, не важно. Мне так удобней. Ну, может, не все, но кто-то его точно знает. Когда я играл за мага, мне часто советовали посмотреть его, как он зачищает Марадон соло. Ну и вообще у него на канале можно было почерпнуть много интересных вещей по игре за мага. Стример достаточно популярный, а у популярных людей, как известно, кроме фанатов, есть еще и хейтеры. Причем в процентном соотношении. Чем больше у тебя аудитория, тем больше вероятность того, что заведется свой персональный маньяк, который будет везде тебя преследовать и всячески тебе пытаться навредить. И Арлаэус не исключение. Уж не знаю, что у них там произошло, в каком ключе зародился конфликт с этим престом, но, по словам стримера, он его начал преследовать давно. И финальной точкой терпения стал момент, когда перед входом в Hell этот гадкий прист сдиспелил с него все world бафы. Я так понял, что стример был в курсе этого исхода событий и предпринял меры безопасности. Своим ходом до инста не передвигался, ну а попросил присумонить его прямо ко входу. Но ему это не помогло. Хитрый пристик отследил его на трансляции и в тот самый момент, когда он прогружался, успел его продиспелить. Момент, конечно, для него был неприятный, и он принялся обсуждать этот поступок приста на стриме. Имел ли он право это сделать? Арлаэус стример популярный, настолько, что даже имел среди своей аудитории сотрудника Blizzard, имевший права гейммастера. Пообщавшись с ним и разобрав ситуацию, ГМ пришел к выводу, что поведение приста недопустимое. Преследование и создание помех персонажа в игре является нарушением, и забанил бедного пристика. Через какое-то время тот самый прист зашел на стрим и спросил, какого хрена произошло. Он, по его словам, никого не преследовал, а всегда стоял в этом месте и мирно диспелил бафы со всех. А Арлаэус, чисто случайно оказался в его таргете. Ну и вот с этого самого места и начался кипиш, переросший в крупный скандал. Игрокам не понравилось, что такая ситуация в принципе возможна. Когда стример просит своего друга и гейммастера забанить неугодного ему персонажа в обход всех стандартных процедур. Ну, как обычно происходит, тикет через внутриигровую почту, рассмотр жалобы и прочее. А это попахивает какой-то коррупцией. Учитывая то, что аккаунт ГМа на канале у Арлаэуса был с VIP статусом, имел платную подписку. Еще кроме того, почему вообще этот стример знал, что этот зритель является ГМом? Зная политику Blizzard, я могу с уверенностью сказать, что большинству сотрудников Blizzard просто-напросто запрещено такое прямое общение с аудиторией. По этому поводу был обширный ответ комьюнити-менеджера Blizzard, который пояснил, что каждое слово, сказанное действующим сотрудником компании, может быть расценено как официальная информация, которую тут же раструбят большинство СМИ и околоигровых порталов. Поэтому каждый пресс-релиз, каждое сообщение на форуме готовится с особой тщательностью и занимается этим исключительно специализирующие на общении с аудиторией службы. В этой истории, на мой взгляд, нет правых. Виноваты все, в той или иной степени. Сотрудник Blizzard, подорвавший своими действиями доверие компании. Даже если он действовал с благими намерениями, и возможно где-то в их протоколе предусмотрен пункт о наказании за подобные действия игроков, это не должно было выглядеть так, как будто он цепной пес стримера и срывается на всех, кто ему не нравится. По моему мнению, он должен был либо посоветовать стримеру обратиться по всем стандартам подачи жалобы через внутриигровую почту, либо передать разбор ситуации своим коллегам и ни в коем случае не действовать самому. По непроверенным данным, этот сотрудник отстранен от обязанностей до выяснения обстоятельств. Сам стример виновен тоже. Ему в этой истории прилетело больше всех. Чисто по-своему я его понимаю. Я прошел через все это сам. Я знаю, что такое стрим-снайпинг, и прочувствовал все его прелести, начинающие на пиратских серверах.
когда приобрел какую-никакую популярность. Мне приходилось по пару часов лежать трупом, не имея возможности встать. Я встречал воистину отбитых игроков, которые отслеживали мое местоположение во всем мире, бегали за мной, куда бы я ни пошел. Прокачка воина на Пламегоре была, я вам скажу, тем еще испытанием. Поначалу это, конечно, сильно меня бесило. Я искал какую-то справедливость в подобных случаях, пытался как-то воздействовать на своих обидчиков, призывая их к честной игре, объясняя, что подобное поведение недостойно, наивно полагая, что у них есть какое-то понятие честной борьбы. Но со временем я понял, что это бесполезно. Как говорится, прошел все стадии: отрицание, гнев и принятие. С этим явлением бороться бесполезно. Придя на PvP сервер, ты принимаешь правила игры. Ты должен быть готов к тому, что, выйдя за границы безопасных территорий, тебя заганкает хай-левел. То, что ты в данный момент не настроен на PvP, никого не интересует. Стоишь ты в АФК, убиваешь моба, или противников трое больше, никого не волнует. Читать время от времени в чате крики о том, какая орда-альянс неадекватная, дают квестики поделать, было весьма забавно. Но это все равно, что обижаться на плохую погоду. Обижайся на нее или нет, она есть, и ничего ты с этим поделать не сможешь. Да, конечно, существуют PvE сервера, куда настоятельно рекомендуют свалить всем недовольным на PvP сервере. Это, конечно, не совсем верный подход. Люди, ориентированные на PvE прогресс, приходят на PvP сервер в большинстве своем не за PvP, а скорее за онлайном, экономикой, и на PvP сервере больше шансов попасть в хорошую сильную гильдию. Но это не значит, что ты тут вне игры и правила PvP тебя не касаются. То же самое, если ты являешься стримером. Ты добровольно подпишешься под тем, что твое местоположение становится известно врагам. Это не является смягчающим обстоятельством. Да, возможно, тебе кажется, что ты приносишь Blizzard пользу, пиаришь их продукт, привлекаешь новых игроков, но вот тем игрокам, которым ты не интересен, все твои благие намерения до лампочки. Они не считают тебя какой-то святой коровой, которую нельзя трогать, и руководствуются лишь своими интересами. Большинство, конечно, охотится на стримеров, понимая, кто они такие. И для них это тоже своеобразный вид развлечения. Напакостить стримеру и наблюдать, как он бомбит в прямом эфире, это особый вид удовольствия. Таких игроков, конечно, тоже много. Вот как этот Пристик, которого, на мое удивление, принялось защищать большинство свидетелей этого скандала. Наверное, масштаб несправедливости в виде бана от ГМ по просьбе стримера перекрывает размеры вреда, который совершил этот Прист. Потому что мало кто обратил внимание, каким м***ком этот Прист все же был. Во-первых, само то, чем он занимался в Черной горе. Я просто стоял и диспелил всех как обычно, как он заявил свое оправдание. Обратите внимание на интерфейс этого Приста. Видите, да? В нижней части экрана. Аддон для поиска NPC. И в нем как раз вписана следующая жертва. То есть чувак, не получая за это никаких игровых преимуществ, ни хонора, ни каких-то материальных благ. Он просто стоял и срал людям на головы, получая с этого кайф. Остается только догадываться, какой мотив этой деятельности. Может, он протестовал против всеобщего логодрочерства и призывал людей отказаться от прохождения рейдов под ворлд-баффами. Ведь всем давно известно, что прохождение рейдов под баффами вовсе не обязательное условие. Нет, я все же прихожу к мысли, что этот Пристик был пиздобол, который стоял и ждал, когда присумонят Орлаэусы, и не имел смелости в этом признаться. Поэтому после того, как его разбанили, а потом провели тщательную проверку, забанили опять. Почему? Потому что обнаружили в его переписках угрозы и оскорбления тому самому стримеру. Тем самым подтверждая, что в Черной горе в тот злополучный час он оказался не случайным. А это уже совсем другая история. Как он мог это сделать, я точно не знаю. Может, через кого-то, может, просто проговорился где-то в чатах. Неважно. Требовать что-то, угрожая, что в противном случае он будет вам всячески вредить в игре, это уже выходит за рамки правил PvP сервера. Не верите мне? Окей, попробуйте написать кому-то. Гони 1000 голд, иначе тебя будут ганкать день и ночь. И наблюдайте за исходом событий. Если тот, кому вы написали, отправит репорт и найдутся веские пруфы ваших угроз, то я больше чем уверен, реакция от службы поддержки не заставит себя долго ждать.
Вполне возможно, что и ГМу, который забанил этого приста, было что-то известно. Вот только в глазах сообщества это выглядело иначе. За что и он, и стример получили столько хейта. Ну, наверное, они и сами не ожидали, что так может получиться, поэтому от стримера тут же поступили извинения за свои действия и сожаление, что сотрудник Blizzard, вмешавшийся в этот конфликт, пострадал. Сами Blizzard тоже предпочитают не раздувать скандал, связанный с их сотрудником, и предпочитают, чтобы все побыстрее утихло и игроки поумерили свой пыл. Я иногда поражаюсь, как на форумах умеют из мухи раздувать слона. Это что же, если я буду ауешить, а тут случайно через мой Blizzard пробежит стример, это что, мне бан? Суки. Тяжело будет им теперь реабилитироваться, А я напоминаю, подписки на канал. Если вы не хотите пропустить интересные события из мира World of Warcraft, обязательно подписывайтесь. Желаю всем удачи, не болейте. Какие-то ганкеры здесь. Судя по скелетам, какие-то ганкеры здесь обитают. Сейчас еще на меня нападут. Привет. Оп, я же говорил. Ветер. Оп, твою мать. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду. И сказал ты мне, больше не приду. Молодец, красавчик.